середине дня случилась катастрофа. Я замочила камеру. Это была жертва зрелищных кадров продвижения вперед бичевой. Камера стояла на камне посреди реки, уверенно закрепленная на штативчике. Пройдя мимо нее, я делала все по правилам съемок. Нужно было полностью выйти из кадра. И хотя я контролировала хвост каяка, про волну, которую он может пустить, не учла. Она и смыла камеру в воду. Как в замедленной съемке видела я ее падение. В прыжке успела ухватить ее и, казалось, на лету отстегнула аккумулятор. Это действие я провела молниеносно, не успев подумать. Камера в руках, перевернута. Из объектива течет вода. Отжимаю пальцами губку, приклеенную на микрофоне под объективом. В прыжке замочила штаны. Я отшла без гидрозащиты. Залила один сапог, залила раскрытую герму чехол от камеры, что был на поясе. Пока холода совсем не ощущаю. Не выпуская камеру из руки, в перевернутом положении, другой держу веревку каяка. Он дергает меня и норовит уплыть. Вытаскиваю все на берег и укладываю камеру на спас-жилет. Благо, на берегу сухой участок, выброшенный высокой водой травы. Промокаю откровенные капли воды на камере сухим участком футболки. Однако нужно переодеться. На улице не курорт. Надеваю сухие флисовые штаны. Теперь больше в запасе ничего нет. Сушиться, похоже, не придется. Облако тяжелое, серое, вот-вот может пролиться дождем. Хорошо, что я взяла для протирки оптики ушные палочки. Теперь они идут в ход. Снимаю защитную линзу, многократно протираю объектив. Боже, там столько воды. Открываю все потаенные уголки. Карта памяти, похоже, не намокла. Что не скажешь о контактах аккумулятора. И если залилось туда в момент, когда камера еще не выключилась, тогда беда, все погорит. Еще заклинило шторки, закрывающие объектив. Это даже хорошо. Они слегка открыты и не загораживают объектива. В нормальном режиме они открываются лишь когда камера включена. Несчетное число раз навинчиваю, снимаю защитную линзу, протираю. Когда надеваешь ее и подносишь к теплу, объектив отпотевает. И новые капельки появляются на стеклышке линзы. Да, думаю о происшедшем немного отстраненно, эмоции оставляю на будущее. У меня есть запасные аккумуляторы, карты памяти, подзарядка от электрической розетки. Даже фонарик с батарейками есть у меня. На всякий случай, хотя здесь белые ночи. Клей 3 видов, спутниковый трекер и даже старый кнопочный телефон. Но брать запасную камеру, об этом даже не было и мысли. Эх, может, надо было взять маленькую GoPro-шку, но всего не предугадать. Распиливаю найденную палку, развожу костерок, отмечаю, какой замечательный был бы кадр. Дрова горят не очень жарко, котелочек долго не закипает. Но это не важно, главное, в тепле у костра держу камеру. Протираю и высушиваю внутренности чехла. О том, чтобы подсушить вкладыши в сапогах, нет и речи. Из них я выжимала воду. Штаны тоже мокрые очень сильно. Начинается дождь. Спешно убираю камеру в чехол, предварительно завернув ее в шапку. Теперь ее можно будет досушивать лишь под тентом. Вокруг открытое, незащищенное от ветров и дождей пространство. Холмистая, травянистая тундра. Неуютная и даже, кажется, теперь немного враждебная. Это всегда так бывает, когда думаешь, ничего, тепло, можно идти без гидроштанов. Да, небольшая морось и в работе, когда тягаешь каяк, становится даже жарко. И мне не хочется надевать гидрокуртку, в ней вспотеешь. По берегам начались обрывы со снежниками. Туманная облачность, капли дождя, лед, суровая красота. А может, камера заработает? Эх, была не была, рискну включить. Такие туманные виды. Включаю. И в тот же миг раздается душераздирающий скрип. На экране появляются какие-то значки, съемки нету. Спешно выключаю камеру. Погорела или нет? Все, забудь про камеру, убери в чехол и забудь. Нужно двигаться вперед.
Достаю фотоаппарат, компенсируя им невозможность съемки на видео. А повороты все не кончаются, и я никак не пойму, где я, когда будет уже основная развилка ручьев. Но больше меня занимают другие мысли. Как бы доставить сюда мне новую камеру? С Андреем Барнаговым, авиатором, что подарил мне спутниковый трекер и разъяснил, как с ним обращаться, мы составили 10 смс-ок, заготовили их на всякий случай. В трекере очень трудно набирать текст, а 10 смс-ок можно было заготовить заранее. Там были такие: лодка не ремонтоспособна, проблемы с самочувствием, кончились силы и продовольствие. Мы предусмотрели, казалось, все, но то, что может случиться с камерой, в эти сообщения не входило. Что подтверждало мое убеждение в том, что заранее никогда нельзя предугадать все. Вообще, мне изначально не нравился такой подход — составлять подобные сообщения. Составляя текст того негативного момента, что может случиться, ты ненароком притягиваешь это событие. Наверное, еще и поэтому у меня было чувство отторжения, неприятие трекера. «И что?» – спрашивал я. «Ну, пришло сообщение, что кончились продукты. Зачем? Какая разница? Что изменится?» «Есть у нас друзья-авиаторы и на Таймыре. Может, что и смогут подбросить», – заявил Андрей в ответ. «Есть такой авиаотряд «Ангелы». Они летают на поиски людей. Да, я, в принципе, знала про этот отряд. Но тогда лишь недоверчиво усмехнулась. Тогда мне казалось это сказкой, чудом. А теперь эти слова вспомнились. И я начала вести диалог сама с собой. Не нужно мне продуктов. Может, мне смогут подбросить камеру? А какую? Аккумуляторы же у меня к данной модели. Я привыкла к ней. Да ладно, пусть хоть какую подбросят. А может, смогут передать мою старую камеру, что лежит у меня дома? Как бы сообщить? И теплые штаны заодно. Ну и немножечко сливочного масла. Сюда лететь очень трудно. Как они долетят? И вообще, стоит ли сюда лететь просто так, для того, чтобы передать только камеру? Вот если бы за бивнем мамонта, тогда другое дело. Тогда, может быть, они прилетят. Тогда можно звать вертолетчиков. Вот это дело. Надо искать. Начинаю особенно тщательно всматриваться в береговые обрывы. Мне должно повезти. Я найду бивень. Под вечер я так и не дошла до развилки ручьев. Вдруг резко устаю так сильно, что готова встать на первом попавшемся месте. Но их, как назло, нет. Тундра какая-то землистая. Издали с виду вроде ничего. А как начнешь ходить по ней, выбирать место, все плохо и неровно. Слой дерна как-то не полностью покрывает ее. Тундра взрытая, бугристая, холодная, даже частенько чавкающая и грязная под ногами, мокрая. Здесь не походишь по тундре в мокасинах, в вкладышах в сапоги. Тут же намочишь мягкую кожаную подошву насквозь. Даже под тентом приходится сидеть, не разуваясь. В сапогах теплый микроклимат, хоть и влажный. Похоже, я не люблю Таймыр. Почему я не пошла на Чукотку? Нет, так нельзя думать. Таймыр может обидеться на меня. В этот вечер я долго не могла заснуть. Ничего не сохнет. И почему я долго не надевала гидрокуртку? Все казалось, морось небольшая, тепло в движении. В результате штормовка мокрая, штаны мокрые. Ну, это я в них искупалась, конечно. И пенка коврик влажная. Она ведь на дне каяка. А здесь, на каменистых перекатах, нельзя без протектора между днищем и вещами. Коврик – это дополнительная защита дна. Это лучшее скольжение по воде. Сегодня днем я дошла до ручья, что впадает слева. Там лежала желтая бочка. Точно определилась, но получается, что я не дошла даже до предполагаемого места вчерашней стоянки. Как же медленно я продвигаюсь. От этого вот сейчас, вечером, мне становится страшно. И непонятно, где я сейчас точно, и сколько я еще не дошла до развилки ручьев. 20 июня. Влажно, неуютно у меня в домике, болит в боку. От чего? Надеюсь, что это не внутренние органы шалят, а последствия того, что раньше я ломала ребра, и от нагрузки в тех местах всегда начинает болеть. Заснула после 3 ночи, а проснулась в 7:30. Чувствуется мерзлота от земли, холодно бедрам. Не обернула их на ночь шарфом, а зря. Спала в куртке. Холодный западный ветер, облачно.
Штаны не высохли. Ну ничего, высохнут на ходу. Все, надо идти пешком. Надеюсь, выйти сегодня к озеру Исай. Завтра Сопочная. Послезавтра подходы к Портнягино. А то и оно само. Мечты, мечты. Куда же мне идти? Долго, несколько раз проверяю направление по компасу. Похоже, север. Вот через этот холм, а не вверх по реке. Да, она же сильно петляет. Оставляю лодку и гермомешок на береговом откосе на месте стоянки. Лопасть красного весла стоит вертикально. Найду ли место? Даже немного колеблюсь, не поставить ли точку на трекере. Совсем уж обнаглела ориентировщица. Нет, найду и так. Переваливаю холм, подрезаю петлю реки и вскоре выхожу к месту слияния с притоком, к развилке, к которой я так давно стремилась. Да, похоже, это оно, нужное мне место. Ну да, конечно, вот ручей, что впадает справа. Точно глубокий, убеждаю себя. Ведь он глубокий. Даже чуть раскатываю ботфорт и болотника, чтобы перейти его. Да, это точно, значительный ручей. Теперь я точно определилась с местоположением, не заблужусь. До озера по прямой остается всего-то честных 6 километров. Поднялась на холм от слияния ручьев. На подъеме более-менее жестко, а дальше тундра. Сплошное поле осоки и злаков. Болотисто, монотонно и неуютно. Серое небо, холодный северо-западный ветер. Тоска. Меня подбадривают лишь кулички своим протяжным посвистом. Кигели. Не горюй. Здесь хорошо идти только вдоль реки по твердому берегу или по крутым склонам, там, где есть отток воды. На пологих водораздельных пространствах ноги пружинят в мягком ковре растительности. Подъем или спуск почти не выражен, однако под рюкзаком хорошо чувствуется, вверх ты идешь или слегка на спуск. В тундре изредка встречаются камни, большие, вросшие в тундровую растительность. Они видны издали и служат ориентирами. Как они попали сюда? Еще встречаются травянистые бугорки, в них бывают норы, песцы. Эти бугорки тоже являются вехами пути, около них сухо, можно сбросить рюкзак, отдохнуть. На таких бугорках, отороченных сверху густыми метелками злаков, взросших на обильно удобренной почве, часто сидят полярные совы или другие хищные птицы. Остатки их трапез, погадки, комочки шерсти, косточек и других непереваренных остатков обычно валяются неподалеку. Белесый помет волков тоже частенько присутствует здесь. Это записная книжка всех окрестных обитателей, лист посещений. Ложусь на травку кочки и представляю, как здесь обозревал окрестности полярный хищник. У меня не очень-то тяжелый рюкзак, не больше 25 килограммов. Я же иду в 2 ходки сейчас. А как быстро я выбиваюсь из сил. Все чаще и чаще хочется остановиться и присесть. Тут не везде присядешь, мокро. Торможу почти у каждого камня бугорка. Ориентироваться не так-то просто. Найду ли дорогу обратно? Впереди тундра. Поле тундры. Сбоку выступает верхушка выдающейся окрестной горки большая балахня. Она должна быть слева по курсу. Справа, где-то в стороне, провал к долине ручья. Мне не надо туда сваливать. Иногда оглядываюсь назад. Виден еще мой обрыв с желтым глазом осыпи и белым глазом снежника. Облачность вот-вот может все это закрыть. Мне так тяжело и так тоскливо, что временами я вспоминаю детство, счастливое беззаботное время на даче. У меня так щемит сердце от грусти, что я даже иногда плачу. Как созвучно мне песни из кинофильма «17 мгновений весны». Тоска штилится по родному краю, желание вернуться к маленькому саду у реки, где уже созрели вишни. Какого черта я иду по этой безжизненной пустыне? Ходить здесь туда-сюда. Путь неизведан. За холмом вижу озерцо и иду напрямик к его краю. За низиной мне нужно будет снова подниматься на холмик, переваливать, а там уже будет мое озеро Исай. Да, вроде все просто, только компас шалит, а по прямой тут ходить не всегда правильно. В низине я попадаю в полигональную тундру. Это как будто раскопанный старинный город с правильными улицами-каналами, вязкими, зыбучими. И сухими кварталами между ними, ровно очерченными 4-пятиугольниками, с невысокой бровкой валом у берега улицы канала. Стараешься идти по сухим участкам,
Но так или иначе попадаешь в канавы, чавкаешь, теряешь силы. Где правильный выход из этого лабиринта? Это можно увидеть только сверху. Намаявшись, меняю курс и выкарабкиваюсь в ближайшую сухую сторону из этого болотистого пятна. Замечаю это место низину и зарекаюсь соваться в нее на следующих ходках. Лучше обойду вокруг по небольшим возвышенностям. А у берега озера в понижении участок хорошей тундры. Ветер разгоняет на озере волну. И никуда от него не укрыться. Зябко. На мне надето все, включая запасной шерстяной свитер. Шерстянка, флисовка, штормовка. Под ходовыми брюками флисовые штаны. На голове шапка. Благо быстро достала из чехла на поясе, где она ехала, укрывая камеру. И капюшон. И все равно продувает голову. Меня вдруг одолевает страшная усталость. Падаю под обрывчиком, вернее, у пологого склона. А горе оно все синим пламенем. Пусть я недавно завтракала. Некуда спешить. Возьму и попью чая. Ветер дует навстречу. Хорошо бы дойти хотя бы до противоположного борта, до выступа холма, где, может быть, немного подветрено. Всего-то метров 25-30. Но падаю, где стою. Дышу. И только через некоторое время достаю куртку. Очень холодно сидеть просто так, не утеплившись. Лишь отдохнув, нахожу в себе силы дойти до более подходящего местечка. Хотя и там все равно дует. Намечаю место для горелки и перетаскиваю на него рюкзак. По частям. Ленное оцепенение. Проще по частям, чем снова собрать распакованный груз, увязать и перенести за один раз. Прошла всего 6 километров от стоянки. Мне даже смешно, какой мы из Челюскина. В подсознании сидит замоченная камера. Ради чего я иду? А что, хороший повод завершить маршрут. Выбраться из этих унылых пространств. Нет, не идти я не могу. Во мне заработал мотор неумолимой тяги за горизонт. Он не подчиняется разуму. И вообще, неужели я зря так мучилась и преодолевала страшные страхи на Хаттенском заливе? Тащила лодку по мелководью? Нет, дальше должно быть интереснее. Горы. Нет, я все равно пойду по маршруту до намеченной цели. Грустно, что без съемки, но что поделать? Дошла до озера Исай. Дошла честных 8 километров. Или даже больше. Плоское место, слегка возвышенный берег вдали. Ни единого камешка. Бочка точкой на склоне. Не медведь. Проверила в бинокль. Пятачок сухой травы недалеко от воды. Здесь наверняка спали овцы-быки. Место намятое, обитаемое. И даже пришлось расчищать его от помета. Но оно сухое и более-менее ровное. Таких мест тут много не найти. Везде здесь вокруг немного болотисто. Мне повезло. Недалеко протока, что выходит из озера. От нее почти к моей палатке подходит заливчик. Северо-западный ветер здесь почему-то несет леденящий холод. Вчера было пасмурно и тепло. Казалось, дождь теплый. Сегодня ветер переменился и, кажется, просто холодильник настал. Однако здесь на траве все-таки теплее. В мелководной протоке ходит рыба. Иногда виден даже спинной плавник. Интересно, кто это? Правда, у меня пока есть запас рыбы, и ловить нет особой надобности. Разве что из любопытства. Ладно. Поставлю палатку, сделаю вторую ходку, тогда попробую половить. Погода сейчас поменялась. Безветрие, белые облака и, наверное, скоро будет солнышко. Да, здесь не надо бояться плохой погоды. Она, погода, очень быстро меняется. И если она плохая, то очень скоро будет хорошая, уговариваю я себя. И так может быть в любое время, и в июле, и в августе, надеюсь, и в сентябре. Если погода испортилась, это не значит, что кончилось лето. Наверное, предыдущие дни тягания каяка бичевой, протаски, перечаливания, зыбучие пески – все это сильно вымотало меня, и теперь, дойдя до озера Исай, я, поставив тент и устроив лагерь, первым делом снова ем, варю гречневую кашу и ложусь спать. Как штилец, намечаю себе встать в 19:00 и просыпаюсь точно в 18:58. 1,5 часа сна здорово взбадривает меня. Безветрие. Вернее, немного тянет в спину. Иду в комарах, постоянно отмахивая их от лица. Они лезут в нос, и трудно дышать. Даже в какой-то момент подумала,
что вот так они меня могут съесть. И почему я не взяла сетку на комарник? Она осталась там, в гермомешке, на прошлой стоянке. Даже не могла подумать холодным утром, что вечером будет такое. Взяла с собой теплую куртку. А в результате, это сейчас, даже снимаю с себя лишнюю флисовку. Прошла немного другим путем, через заболоченную, судя по карте, низину. Входишь в зеленую, более густую траву-осочку, думаешь, вот оно, болото. А на деле, оказывается, везде жесткий грунт. Тундра-степь, надо же. На Чукотке в такой травке точно было бы болото. Нет, на Таймыре определенно есть свои преимущества. Добралась до знакомого холмика норы на возвышенности и лежала, дышала и смотрела надали впереди и сзади. Красиво, хорошо. Здесь немного тянул ветерок, похолодало, комары отступили. А ведь я могу как зверь спать вот просто так, посреди тундры, если что, подумалось мне. И ко мне приходит какая-то веселая удаль, спокойствие и умиротворение. Похоже, я наконец-то почувствовала себя частью здешних пространств. До лодки с грузом дошла за 2 часа 10 минут. Это радует. Все на месте. Удивительно, что не хочется есть. Съела всего 2 конфетки. Обратно шла и думала, что надо выбрасывать часть продуктов. Думала, что не дала точку, не отслала свое местоположение. И, если что, где меня будут искать? Все еще волнуюсь я за сердце. Оно как-то иногда шалит. Вот так найдут мою палатку и будут гадать, а где же я? На озерах, где в прошлый раз перекусывала, был полнейший штиль, и комары совсем пропали. Холодно, ночь. А солнце подсвечивало из-под набежавшей слоистой облачности. Мой курс на полуночное солнце. Вот так идешь, сначала ничего, потом все труднее. Начинаешь выискивать, куда бы присесть отдохнуть. Получается не больше 20 минут. Мне нужно хоть небольшое возвышение, чтобы поставить на него рюкзак, чтобы потом можно было подняться, и чтобы место было сухое. На последней ходке, последнем подъеме в горку, еле шла до последнего бугорка ориентира. И считала шаги, под 4-й шаг, чтобы хоть как-то заставить себя продвигаться вперед, не садиться отдыхать. Здесь скрадывается расстояние, трудно определить, сколько осталось до вершины холма. Задумала, дойду за 30 счетов. А насчитала аж 5 раз по 30 и так и не дошла. По курсу, как стало понятно по приближению к цели, мне надо было идти чуть левее, чтобы не набирать лишнюю высоту. Но я упрямо шла к ориентиру, подсчитывая 4 шагов. Подумаешь, несколько лишних десятков метров не туда. Зато посижу на сухом бугорке. Но под конец совсем обессилила, благоразумно взяла левее и упала на отдых в неприглядные мокрые кочки. На спуске, хоть уже видна была моя палатка, снова не дотянула до цели 100 метров. Ну и ладно, пусть будут лишние минуты для отдыха. Сижу, дышу, проверяю в бинокль свою знакомую бочку. Стоит, не шевелится. Значит, точно не медведь. В палатку ввалилась в 1:46 ночи. Скрупулезно отслеживаю свою скорость. 6 часов с небольшим на вторую ходку – неплохо. Честных 16 километров. Ну, похоже, больше. По приходу попила молока. У меня еще много сухого молока. Но сначала воды, холодненькой. Я так мечтала о ней всю дорогу. И почему-то даже не захотела подойти к озеру, что было на пути, чтобы напиться. Наверное, чтобы не отклоняться зря с нужного курса. А есть не хочется. Так и прошла всю вторую ходку на 2 конфетах и принесла обратно пару сухарей и 3 дольки шоколада. Может, пока ночной штиль, пойти дальше, ведь сейчас мне нужно грести по озерам до следующего большого Волока. На Сопочном могут быть люди. Всего-то прогрести километров 5 по Исаю и перевалить около километра. Нет, пожалуй, пора отдохнуть. Эх, знала бы я, какое непостоянное лето на Таймыре, рванула бы дальше в эту ночь. 21 июля. Спала до 2 часов дня. Снилась камера. Она так и не заработала. Грея ее в шапке, носке и спальнике. Низкие облака нависли надо мной. Они как будто давят, клонят в сон. Голова тяжелая, серость, холодно.
Ветер дует в другую сторону, облака низкие. Варю рис. Наконец-то появился аппетит. Потихоньку подтягивает морось. Ветер треплет палатку. Умываться в такую погоду. Бррр, даже подумать страшно. Даже мочить руки в ледяной воде. Ну уж нет. Да даже просто вылезти из-под тента и дойти до воды приравнивается к подвигу. Существовать можно только в спальнике. Даже если сидишь у горелки. Нужно накидывать спальник на спину, иначе... Бррр. Решилась дать смс-ку про мою беду с камерой. Надо сказать, что найти окошечко, где нужно набрать текст, набрать сам текст и в конце нажать на нужный символ, чтобы сообщение было отправлено, пометить галочки, какому получателю нужно отослать, где найти эти галочки, не перепутать порядок всех производимых манипуляций. Все это мне казалось очень сложной задачей. С трекером я разбиралась мучительно тяжело. Я вообще с трудом вникаю во всякие премудрости этих электронно-компьютерных штучек. Телефон. Большой смартфон появился у меня в постоянном пользовании всего меньше года назад. Его я могла осваивать только с помощью друзей и сына, и замучила его повторяющимися вопросами по пустякам настолько, что он начал от меня запираться в своей комнате. Логика моего мозга абсолютно не стыкуется с логикой мозга программистов. К примеру, каждый раз, приходя на почту получать посылку, я неизменно путаюсь в кнопках. Получить посылку с оплатой или получить посылку без оплаты. По моей логике, если посылка оплачена отправителем, она с оплатой. Так кажется мне. Однако по логике программиста с оплатой это значит, что она не оплачена отправителем, и ее должна отплатить я. Поэтому я каждый раз беру 2 талончика в очереди с оплатой и без оплаты. Вот почему сам факт того, что у меня получилось отправить смс-ку по трекеру, самой набрать текст первый раз и отправить, казалось мне фактом, заслуживающим внимания. Самое, что ни на есть пристальное. Я долго думала, как кратко, емко сообщить о своей беде. Я вышла под дождь, под серость нависающих лохмотьев. И вот в эфир ушли 2 важных слова. Они пробили облачность, и я поймала звук, подтверждающий уход сигнала. 2 слова заглавными латинскими буквами. «Замочила камеру!» «Друзья, это равносильно СОС!» — кричала я этими словами. «Найдите возможность передать мне новую камеру, или хотя бы мою старую камеру, она лежит у меня дома». И Сережка сможет передать ее вам, друзья. А вы найдете вертолетчиков, ведь ангелы, они летают спасать пропавших людей. Спасите меня! Сколько людей вы спасете? Ведь они ждут моего фильма. Эту смс-ку я отправила 2 близким друзьям. Я не отправил ее даже тому самому авиатору, что подарил мне трекер. Мне казалось, что Нина обязательно свяжется с ним и передаст мою просьбу. Ведь сам он не поймет всего трагизма этих слов, этих 2 слов «замочила камеру». До вечера я несколько раз проверяла связь. Ответа не приходило. Вечером, лежа в спальнике, пела Беловежскую пущу и чувствовала себя птичкой. Понимаю, почему птички поют. Песня, она здорово греет душу. 22 июля. Я знаю, что здесь бывает хорошо. Я видела штиль на озерах. А теперь ужасно и временами страшно. Страшно за тент. Вокруг гуляют циклоны. Они вертятся по кругу. По часовой или против, забыла. Вчера еще был ветер в дверь с юго-востока, теперь холодный, северный. Он дует сбоку, прямо в полотнище крыши. Оно иногда так сильно полощется и схлопывает, что боюсь, как бы не порвалось. Что тогда делать? Сейчас 17:30, только поела. А самый страшный ветер был где-то в 13-14 дня. Вот тогда я и думала про лодку, что ее можно затащить под тент, надуть, подпереть. И что, может, надо было взять мою маленькую палатку с дугами и ставить ее под большим тентом. Как делают чукчи, как под основной покрышкой яранги они ставят небольшой меховой полог, в котором спят. Вот тогда было бы спокойно и тепло. Ветер пробивает капли по швам, стряхивает их на крышу моей прозрачной палатки. Они просачиваются сквозь тюль, капают на спальник, на лицо. Я периодически стираю их портянкой. Надо будет обязательно проклеить тент по швам, когда будет сухо.
Еле заставила себя вылезти. Такое впечатление, что кружится голова. И особо не хочется есть. По-моему, я не ела почти сутки. Да, не существует понятия времени, только количество продуктов. Когда ветер особенно сильно полощет тент, мне так страшно, что ничего не могу делать. Начинаю считать секунды в промежутках между грохочущими порывами. Иногда можно досчитать до 5. Вот ветер вроде немного стих, и я услышала птичку. Есть жизнь на планете. Но потом снова накатила непогода. Интересно, это был глаз циклона, и теперь все пойдет по новой? В самый разгар порывов, когда грохочет постоянно, начинаю лихорадочно соображать, что действительно делать, как спастись, если сорвет мою крышу. Успокаиваю себя разными мыслями. Можно, например, снять одну стойку колы и таким образом уменьшить парусность тента. Положить часть полотнища на землю, привалить сверху гермомешками, правда их мало. Изваляется вся крыша, порвется, может быть. Ну да ладно. Зато сохранится маленький сухой пятачок под одним колом, что будет что-то типа маленького чума. Как-нибудь буду сидеть, скорчившись, и горелку можно будет завести. Можно вообще лежать даже под полностью сорванным тентом. Он тогда не будет полоскаться, так ужасно греметь. Как-нибудь над лицом оставлю небольшое пространство, чтобы дышать. Вот у Нансена с Йоханссоном, когда они шли по льдам, вообще один раз пургу все снесло. А они лежали под полотнищем и пели, пережидая, когда закончится метель. И спальников у них не было. Ну, правда, были шкуры медведей. Нет, у меня условия несравненно лучше. А ведь я могу греться в движении. Просто надеть на себя гидроштаны, гидрокуртку и ходить. Ходить кругами. А можно вообще идти к балку. Как это я раньше не додумалась. Вытаскиваю карту, изучаю. До балка, который я проходила на Гусихе, по прямой примерно 22 километра. Ничего, что холмы, кочки, переправы. Дойду в случае чего налегке и буду там греться, сушиться. Вот такой аварийный выход. Вот это идея. А дождь, стучит и стучит. Все комары практически исчезли. На крыше палатки чудом уцелели 3 штуки. Я наблюдаю за одним, как он держится. Качается, держит равновесие, перебирает лапками. Держитесь, ребята. Как я хочу, чтобы вы снова начали летать. Чтобы вскипятить чай, вылезаю из палатки и спускаю ее переднюю часть, отвязав веревочку. Так становится больше пространства под тентом. На траве вокруг моего ложа капельки воды. Они на всех кончиках листиков, на стебельках. Мокро. Сижу во всем, кроме свитера, накинув на плечи спальный мешок. Свитер лежит в капроновом мешочке в качестве подушки. И снова греет меня мыслью, что у меня еще есть запас теплой одежды. Если что. На ногах сапоги. Ботфорты раскатаны, чтобы ногам было теплее. На поясе шарф. Шапку сняла с камеры и надела на голову. Камера теперь укутана в запасной носок. Интересно, сколько может продолжаться такая непогода? Успею ли я дойти такими темпами? Может быть, все-таки в августе погода будет поблагоприятнее? Сейчас пар валит изо рта. Наверное, плюс 2-3. А один раз мне даже показалось, что пошел снег. По озеру гуляют барашки. Иногда в мгновение затишья слышен их накат. Подшила вкладыши сапог. Укоротила зубную щетку. Перемотала нитки. И выкинула лишнее мотовило. Жалко, что не взяла книжку. Заняться пока больше нечем. Все, камеры у меня не будет. С этим надо смириться. Ответы не пришли. Наверное, я не оплатила какую-то дополнительную сумму и не могу посылать смски собственного сочинения. Только 3 основные бесплатные, где все в порядке. И заберите меня отсюда. Да уж, ну и ладно. А я-то тогда надеялась, что могу спросить, где я. Но зато теперь нет иллюзий насчет того, что если поверну обратно, сплавлюсь до Хаттонского залива, смогу попросить вызвать моторную лодку из поселка. Не выйдет, нет уж. Обратно мне точно не хочется. Хватит колебаться. Надо идти по маршруту. 23 июля. Заснула под утро, ветер стихал. Спала до часу дня. Еще дуло, но я поняла, что сегодня уже смогу идти по озеру.